Всем привет! Сегодня хочу показать, как можно сделать такую подставку под горячее. Вдохновилась картинками с Пинтереста и попробовала повторить. Для плетения нам потребуется хлопковый шпагат. И вот, как видите, у меня лежит 5 пучков по 3 отрезка в каждом. И каждый этот отрезок соответствует 20 сантиметров. Мы берем первый пучок и дополнительный отрезок, который будет иметь длину у нас 150 сантиметров. Отрезки в пучках по 20 сантиметров. Еще важный момент, тут цвет может быть совершенно любой, да, то есть вы можете одним цветом все делать, можете, как я, вот два разных, либо еще как-то придумать, да, то есть в пучках могут быть тоже все разноцветные. И для начала нам следует начать плести квадратный узел, чтобы далее продолжить цепочку из квадратных узлов. Мы чуть-чуть отступаем, буквально 2-2,5 сантиметра от начала наших отрезков, которые по 20 сантиметров, и начинаем плести вот этот вот 1,5-метровый отрезок. Он прям супер соответствует, чтобы сплести цепочку из квадратных узлов до конца такого же. Внизу у нас там 2 сантиметра тоже останется. Вот, и мы должны будем оплести так каждый пучок. То есть каждый пучок по 20 сантиметров мы оплетаем нашим отрезком по 150 сантиметров. Еще у меня 4 пучка красного цвета, а один такого же ванильного я взяла. Вот, как я вам говорю, то, что вы можете выбрать любые цвета. Просто, возможно, посмотрите для начала, что я делаю и как это все будет получаться, а потом уже придумаете то, что вам нужно и какие цвета вам нужно использовать. Пока что мы просто плетем цепочку из квадратных узлов. После того, как мы закончили наше плетение, то я с помощью крючка прячу отрезки, которые у нас остались, за одну из стенок, да, ну то есть как бы эта стенка будет задней, куда я прячу. Просто завожу хлопковый шпагат с помощью крючка, он не так легко поддается, но все же поддается. Далее, как я уже говорила, каждый из пучков наших мы оплетаем так же, как и оплетали первый. Так, это я просто уже оплела 4 красных пучка, и вот у меня один такой же ванильный. Я решила в быстром таком темпе показать вам еще раз, как мы оплетаем. Но я думаю, что вы с этим справились. Если вы совершенно не умеете плести квадратные узлы, но очень хотите сплести такую подставку, то под видео ссылка на онлайн-курс, в котором вы научитесь самым базовым узлам, так сказать, и так как квадратный узел относится к базовым узлам, поэтому переходите, быстренько учитесь, и можно начинать плести. Это можно сделать очень быстро, потому как в макраме, как мне кажется, узлах, именно в базовом, нет ничего такого сложного.
После того, как готовы все наши пучки оплетены, смотрите, я беру иглу, которую используют для вязания, но вы можете взять и обычную. И я еще беру шерстяную ниточку, такую беленькую. Вы можете взять обычную, либо любую другую нить, не сильно толстую. Она у меня метр, где-то я отрезала. Переворачиваю все свои вот эти плетенки. И сейчас я буду их скреплять, соединять с помощью иглы как раз-таки, потому что другого способа, увы, я считаю, его нет. Ну и я так подумала, что это так плетется. Вот, мы соединяем, как бы тут можно хаотично, на самом деле нет такого, что мы там должны в каждый узел войти, да, и как-то захватить его, нет. Смотрите, как будет как бы по-вашему удобно, чтобы все держалось. Вот, еще что могу сказать, что я как бы разложила свои отрезки вот эти все ровненько, ну, оплетенные, но можно там один выдвинуть, другой пододвинуть, как бы сделать их так хаотично немножко, как на фото, которое я вначале показывала с Пинтереста, вот. Поэтому нам сейчас нужно будет соединить. Очень удобно соединяется там, где у нас как бы проделывались узлы, вот перемычки наши, легко проходит нить, и она как бы останется у нас на той стороне, которая будет лежать на столе, то есть эту нить не будет видно. Если вы там в цвет еще подберете, то вообще супер будет. Мы просто доделываем, делаем в конце узелок, и наша подставочка будет готова. Все, я считаю, что очень интересно. Единственное, что еще возможно, можно добавлять какие-нибудь покороче такие же оплетки, ну вот отрезки, оплетенные узлами, и как бы расширять эту подставку еще больше. Мне кажется, тоже будет интересно. После того, как скрепили, я отрезаю кончики более-менее равномерно. Но тут, мне кажется, это тоже не сильно как-то важно. Тут можно что-нибудь придумать и неравномерно отрезать. Вот, и наша подставка с вами будет готова. Я надеюсь, что вам понравился данный мастер-класс или просто навел на какие-то свои мысли, вдохновения, все остальное. Я буду рада, если вы подпишетесь на мой канал, нажмете на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И сейчас вот я показываю на примере, что можно сделать еще в двух цветах других. Мне будет интересно посмотреть, какие у вас получились цвета. И до новых видео.